Я один раз поехал это самое, к своим родичам, ну, к маминой стороне. Я захожу, и все сидят, смотрят на меня, говорят, Ваня, вот так что это нормально. Вот так. Тарас, привет всем. Спасибо, что you let me be here. Да, I'm happy to be here. Я очень рад здесь быть. Я последний раз, когда я здесь был, я уезжал в Папую Гвинею, и сейчас я вернулся, и хотел чуть-чуть об этом рассказать. Ну, в первую очередь, я хотел чуть-чуть, like a little testimony, просто сказать, кто я. Небольшое свидетельство, во-первых. Да, я превратился, I turned into a Christian when I was 16, и перед этим я наркотики делал, lost my virginity when I was 15, просто chasing popularity. Хорошо, я покался в 16 лет, до этого я мирской жизнью жил, там, наркотики, девственность потерял еще до этого. И потом после этого это все перестало, no more any of that. I mean, иногда fail, but большинство я вообще ничего не делал. После этого как бы поменялась жизнь, еще падал, да, но в большинстве случаев жил по воле Божьей. Да. И у меня есть видео, я хотел бы показать про Папую Гвинею. Просто что, It is only. Сейчас, wait on the video. I wanted to do a quick word before the video, but the video is only the service part. Я не слишком много времени, если я все показывал, что я там кушал, что fun делал. So вот это видео просто service, который мы делали. Service — это служение. Да. И but before that, I wanted to do a quick little word from the Bible. До видео я хотел бы кратко сказать слово из Библии. Okay. И это про Genesis 32. Это Бытие, 32 глава. So the first part of the chapter is about Esau coming for Jacob. А первая часть главы — это о том, как Исав гнался за Яковом. Да, but the second part of the chapter is about how Jacob rests with God. А вторая часть о том, как Яков боролся с Богом. Да, это о чем я хотел говорить, про wrestling. Ну, надо узнать, почему Исав хотел Исав хотел Джейкоба идти. Во-первых, надо узнать, почему Исав хотел Якова догнать, что-то с ним сделать. Да. Вы знаете, почему Исав пришел, почему Джейкоб, ему было страшно, что Исав пришел с, я думаю, 400 soldiers, 400 soldiers. What's it called? Исав on. All right. Jacob, he lied to Isaac, and he lied to Esau, his own brother, to get the firstborn gift. Да. То есть помните, что Иаков, он обманул своего отца Исаака и своего брата Исава, чтобы получить первородство. Благословение первородства. Да, it's it's a lot of lying. And Jacob, his name, it actually means the deceiver. Or his name means to hold by the heel, and that means it's an idiom for the deceiver. То есть, значение имя Иакова, это хватать за пятку, а вот это просто такое высказывание, которое означает тот, кто обманывает или прельщает, наверное, так. Like a trickster. Ага, да, который мошенничеством пытается тебя так вот обойти. Хитрость, хитрость. And ему было страшно, что Esau is coming now,
Он думает, что Исав хочет убить его, и все, его жены взять, у него есть много cattle at this point. И ему страшно. И что он сделал? Он разделил, он придумал сам, чтобы разделить его все all his belongings, и потом убегать. И он хотел чтобы подлизываться к Исаву. He wanted to be nice to him, give him a bunch of cattle, and so Esau wouldn't kill him. Чтобы Исав его не убил, подарки дать, много задобрить его, да. Да, и Джейкоб, он очень умный, он знает, как plan A, plan B, or C, Все планы. plan C. Он, по своей воле, по своей силе, он знает, как по своей силе делать много. И сейчас, okay, now I can talk about the whole wrestling with God. А теперь поговорим о борьбе вот этой с Богом Якова. И когда я в первую очередь вот это читал, я думал, что Джейкоб, он такой, хитрый, не сильный, вообще никто, a slippery kid, you know? Такой скользкий, я думал, во-первых, сначала думал, когда читал, что он такой скользкий человек. Да, это, я не думаю, это полный truth. Полная правда. И, so, надо pull it out. I think it's Genesis 32, and then it starts at 22. 32, 22. А с 22 стиха 32 главы Бытия. That night Jacob got up and took his 2 wives, his 2 female servants, and his 11 sons crossed the ford of the Jacob. After he had sent them across the stream, he sent over all his possessions. So, to keep it safe from Esau, he's putting all his most precious things on one side of the river. Чтобы удержать самое такое не главное, а драгоценное от Исава, да, он по эту сторону ручья. So, и после этого он полностью alone. И он одинок сам. Одинок. So Jacob was left alone, and a man wrestled with him till daybreak. So, в первую очередь, когда у тебя ничего, это хорошая идея быть один с Богом. Даже, even though it wasn't his intentions to be alone with God, это самое лучшее, что он бы мог сделать, это быть один. И, so, he was left alone, and a man wrestled with him till daybreak. So они, целую ночь Боролись. So, и потом следующий. So Jacob was left alone, and wrestled with him till daybreak. When the man saw that he could not overpower him, he touched the socket of Jacob's hip, so that his hip was wrenched as he wrestled with the man. The man, if you don't know, is God. То есть человек, вы не знаете, это Бог был. And why does it say the man could not overpower him? Почему же написано, что этот человек не мог его превзойти? God couldn't overpower him. Why would it say that? Почему написано, что Бог не мог превзойти его? Одолевать не мог. Anyone know why? Почему? Trick question. He could, actually, he just didn't want to. Это такой вопрос, такой ювелирный. Он мог, конечно, он просто не хотел. Yeah, if he wanted to, he could turn into Samson and just crack him in half. Да, он мог бы, как Самсон, и его пополам сломать. Gotcha. But still, why does God sometimes let us kind of get an upper hand over him sometimes? An example of getting an upper hand on God when it's technically not getting upper hand, but it's when we are in a pickle and we need to go
make some money or, I don't know, treat somebody well, first thing we're gonna do is go like to work, go find a way of making money, go ask somebody for money. Так как понять, что Бог иногда дозволяет человеку как бы побеждать его, или не может одолеть его? Например, такой пример, если, например, нам нужно много денег, и мы идем, работаем так усердно, долго, много. And then we try fixing the problem on our own. И мы пытаемся вот какую-то проблему своими силами решить. That's wrestling God. А вот это тогда мы боремся с Богом. If you're a Christian and you know that God is all powerful and you submit to Him in all things, but you're not willing to submit in your big problems, you're wrestling with God. Если вы христианин, и вы знаете, что Богу надо смиряться перед Богом во всех проблемах, а мы не хотим в каких-то таких больших жизненных проблемах смиряться перед Богом, значит, в этот момент мы с Ним боремся. When we fail on our own, it reminds us how much we actually need God. И когда мы проваливаем его, своими силами, это нам напоминает, насколько мы нуждаемся в Боге. And then let's go move on to verse 26. Then the man said, "Let me go, for it is daybreak." God is saying, "Let me go, for it is daybreak." But Jacob replied, "I will not let you go unless you bless me." That might sound kind of crazy, that some random guy is telling God that he will not let him go. Это, может быть, звучит очень невероятно, что вот человек простой, говорит Богу, что нет, я тебя не отпущу. But in reality, that's actually the number one thing that we all need to do. Но в сущности это то, что каждый из нас должен делать. Once we, have nothing, which Jacob finally realizes that he does not have the upper hand. His hip is replaced. That's super painful. There's no way that he could beat the man in wrestling. А когда мы понимаем, что у нас не получилось, ничего нету, и вот Яков, например, его бедро теперь повреждено. I wrestled for 6 years. I've seen people whose shoulders were displaced while the wrestling was going on, and they were completely, the match was stopped. They couldn't even move. Я боролся вот на протяжении нескольких лет, и я видел, вот, например, плечо у кого-то вывернулось, и все, человек лежит, он не может, все, матч заканчивается в тот момент. So Jacob has nothing, like he has no upper hand anymore. То есть Яков в этот момент уже все, он проиграл, он уже не мог ничего сделать. So all he can do is hold on. Все, что он мог сделать, это просто продолжать держаться. That's what we need to do, is always just hold on, because we can't overpower God. We can't figure things out on our own. I mean, we can try, but when it gets down to it, Да, и так мы должны держаться с Богом. Мы не можем сами достичь, но мы можем пытаться, но оно не поедет. And the harder that you wrestle with God, the more you will hold on to Him once you actually realize you can't be without Him. И чем больше ты как бы боролся с Богом, тем сильнее ты за Него будешь держаться, после того, как ты поймешь, что без Него ты ничто. Yep. Okay, next verses. I'm almost done. Я почти уже заканчиваю, еще несколько стихов. I will not let you go unless you bless me. The man asked him, "What is your name?" God is asking Jacob, "What is your name?" Why is God asking a guy his name? Почему Бог здесь спрашивает у человека, как его звать? He said because he lied twice, because Jacob lied 3 times, so he needs to. Yeah. So he needs to come clean. Say his real name. Yeah, to say. Yeah, to say his real name. That's the reason. Потому что, what is Jacob's name? What does it mean? Yeah. What does it mean? So it's a shame. It's a shameful thing to admit what your name actually is. Чтобы он признался, Яков, как его звать. И это как бы стыдно признать, что меня звать. Как сказали это слово? It's like holding out. Хитрый.
Хитрый, вот, что как бы вот хитрый подходит, что признаться, что я хитрый. Десивер тоже подходит. Десива, хорошо? Мошенник. So this is kind of like repentance. И это как покаяние получается. And he says his name, Jacob, he answered. И он говорит, Яков. Then the man said, your name will no longer be Jacob, but Israel, because you have struggled with God and with humans and have overcome. И потом он говорит, отныне имя твое будет не Яков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь. What does Israel mean? It means he who struggles with God. But there is actually another translation. That is going to be трудно, я думаю, сказать. Во-первых, Израиль, обозначает тот, кто боролся с Богом, или борется с Богом. I got this from some guy on the internet, but he said, in Hebrew names, sometimes God is not the object of the verb, but the subject. Окей, и дальше что? Так технически такой. So in that case, because Hebrew names are a little bit different, it could mean God rules. Ну как бы можно по-еврейски, если посмотреть, как будто Бог царствует, Бог правит, вот так. So it could, yeah, it's either Israel means he who struggles with God, or it means God rules. То есть это тот Израиль означает тот, кто борется с Богом, или Бог правит. It's probably God rules. Наверное, это что Бог правит, Бог царствует. Yeah. Okay. And then he blessed him. И все. Jacob called the place Peniel, saying it is because I saw God face to face, yet my life was spared. И это последняя часть, где я назвал это место Пенуэл, говорят, что я видел Бога лицом, и сохранилась душа моя. And he limped all the way to where Esau was. И он поковырял аж туда далеко, там, где Исав был. Okay, now we can show the video. Теперь можно посмотреть. Also, before you press play, can I ask you to pause it sometimes just in case I want to explain something? Our treasures that we lay up in heaven that will be eternal. Ispro something we will put him no anda po heaven taso. Pause. So this guy Daniel right here. Sorry. This guy Daniel, he's been a missionary for like a long time before me. So he actually knew how to get all the kids like gathered around him wherever he went. And Ага, это Даниил, он уже много лет миссионером служит, и он знает, как детей собрать вокруг себя. and they don't have that many like crazy different kinds of toys or games. So he brought this kind of like a rocket thing that you step on, and they've never seen that before, so they were going crazy over this rocket game. Ага, у них, значит, нету особых игрушек, да, таких, и он принес такую ракету, наступаешь, она как бы летит вверх, и они вообще очень этим возрадовались. And you see, most of those kids are actually walking barefoot because they can't afford flip-flops. Большинство из этих детей, они босые, потому что они просто нет денег на обувь. And most of those flip-flops, if they do have flip-flops, there's like a fat hole where the пятка is. И если есть у них вот эти, да, тапочки, то там дырка, там где пятка. But they're super happy, it doesn't matter. Но они очень радостные, это им не мешает. It's a third world country, it's a very poor country. Очень бедная страна, третьего мира. Alright, play. We're just getting ready for youth camp, young adults camp. Мы готовимся к лагерю как бы для молодых. This is actually we're visiting different built houses. This is actually a nice metal roof house. There's only 2 in the village out of like the 30 different houses. Wait, pause. Посещаем одну из этих towns, это городков или не городков, а сел, да, сел, и там это одна из только 2 домов, там где железная крыша. Да. And просто Женя иногда he just like thinks of stuff to do. Like он прыгнет из кровати, он говорит, okay, we're giving out food to the whole village. Или, okay, we're gonna go show a whole movie to the market. Показать им
показать a Christian movie. То есть Женя встанет утром и говорит, так, все, сегодня будем кормить все село. Или сегодня показываем фильм, ну там вот, на базаре. Да. Вот это час с половиной нам надо было ехать to like a большой grocery store, потому что надо еду купить для the youth conference. Да. I just thought it was crazy. It's such a huge place. It's owned by Indonesians, by the way. Or no, Philippine. You know, Philippine people. Филиппины, да, это большой склад, магазин как большой склад. Чтобы покупать для этого лагеря кто-нибудь делать. All we ate during camp was noodles and rice. Все, что мы ели, это макароны и рис. This was all in Danik's suitcase. His clothes bag was this big, and his whole suitcase was just filled with just crafts and stuff. Да, у Даника вот все, что в его сумке было, это вот эти крафты для лагеря. This is just sports. I don't know what I'm doing. I never, was a missionary. I never led sports or, led camp or anything like that. So I was just learning from Danik the whole time. Я сам не знаю, что я делаю, ну особо, я просто учился в Даника, потому что я мало этим занимался. It's kind of like лагерь здесь. So we played the game of life. Pause. Жизнь, значит, мы играли в игру жизни, так называется. Ну, как в лагере. Да, в лагере в этом годе, годе? В этом году. Году. В этом году мы в лагере делали то же самое, Game of Life. Ну, здесь, после все, было людей, которые пошли в ад, и потом люди, которые пошли в рай, когда все умерли после игры. И на паспорте, если у тебя кросс нарисован, тогда ты идешь в рай. И если нет, тогда ты остаешься здесь, где все. И вот эта маленькая девочка, она просто когда она рисовала на ее паспорт, она нарисовала крест, но она никогда... The way you got a cross was you had to go to church. То есть в паспорте надо крест, она сама нарисовала свой крест в паспорте, вот так. Но чтобы получить этот крест, надо было в церковь ходить. И что туда она попала, или ты объяснишь? Вот рай. Soda, pineapples, candy. Очень мало людей пришли. Like soda, it's kind of rare. Сода, это редкость, и вот им раздают. А почему так мало пришли, да? Смотрите. А там все остальные работают в аду, да? Или просто смотрят. И потом вот это следующий день repentance. И все пришли на repentance. На следующий день все на покаяние. Все на сиденье были empty, им надо было сиденье пододвинуть, чтобы сделать место. Pause. So, Женя, у него очень много responsibility, и один из этих, это, ему надо давать деньги для, у него есть много сыновей, у него есть много пастырей, которые работают для него. So, вот эти два его сыновья, они в пасторской школе, и нам надо уехать 6 часов увидеть их, и мы просто дали им деньги и еду. Да. Классно, пацаны. Усыновленный, получается. Вот эти мои самые любимые. Вот это такое место, owned by English, like a British guy, и только для мужиков, которые, она учит им, basic skills, как planting, crops, Садить, taking care of animals, working on cars, и потом каждый день есть церковь, и
И если они хотят, они могут учить, как быть пастором или что-то такое. So, большинство вот этих людей вообще не знают Бога, они просто берут их, они говорят, мы все вам научим, но вам надо идти в церковь тоже. Такая учебная станция получается. Они обучают, как там проектировать машины, все такое. Да, и здесь было repentance тоже. Женя, the people that he brings around, Pastor James и Pastor Paul, эти два мужики, они очень хорошо делают, и все пришли на repentance. Почти все вот эти людей, которые ты только что видели, они пришли на repentance. Они очень хорошо делают, то есть проповедуют хорошо, да? Так именно? Или они просто призывают их? Проповедуют хорошо, призывают хорошо. Трудно сказать. Тягивают всех. Да. Alright, so I'm Jen. I'm from the US, from Minnesota, and I work over here at SAL at the clinic. I'm a nurse there, and we help both missionaries and we help Papua New Guineans. But the primary goal is to serve by partnering with translators who go out and do the work of Bible translation to keep them healthy and in the field. And my husband, he works over here at aviation, and he is a pilot mechanic. So he flies people to and from the remote locations, places that you can't get to easily or safely by roads, which also really helps cut down on the time of Bible translation. Wait, pause. Перевести, да? Что у нас? Go back a little bit, towards the beginning of that, where she first started talking, kind of. Where it's a picture of the Asian guy next to her. He's a Chinese guy. Вот китайцы из нее, да? No. Oh, dang it. Alright, whatever. No, you're going to back. Yep. Вот здесь, видно, справа у нее сидит. Yeah, alright, so this Asian guy, his name is Kim. So we were taking Kim to the hospital where she actually works so that they could take this metal thing that was in his arm, because he got attacked by robbers with machetes, and they tried killing him to take all his money, because he owns actually a nice store that's 5 minutes away from us. То есть на него напали, значит, эта женщина, она медсестра, которая работает в медпункте, и они сейчас везут его в госпиталь, потому что его напали на него с кинжалами этими, с мечетями, да, чтобы убить его, забрать его вещи. Он, видно, состояние его неплохое было. Чтобы чуть-чуть, может быть, поняли, it's kind of like East St. Louis, если у них не было пистолеты, только machetes and bow and arrows. Это как здесь вот в нашем опасном районе, только у них не пистолеты, а эти луки, мачете и луки застряли. И потому что у них только есть луки и мачете, когда они, when they rob people, они, им надо с многими людьми, они придут, с 12 или 15 мужиков, чтобы тебя rob. И да, это куда мы шли. И вот эта женщина, она, где работает SIL, она сказала, SIL это очень-очень такая интересное место. Я никогда бы не думал, что там белые люди вообще. Когда я увидел их, где thousands of black people, потом вот эти белые люди, I was like, Тони. Потому что ты вообще никогда не видишь белых людей. Мы их подняли, отвезли в SIL. SIL это где они делают Bible translation. Здесь в этом... Переводит Библию, да. Да, переводит Библию. Здесь 850 different languages. И они все разные languages. So надо переводить каждый language на их язык. 850 разных языков в этой стране, и Библию надо переводить на каждый язык. Да. И надо им госпиталь, надо им, aviation mechanics, надо им firemen, надо grocery store owners, teachers. Вот это у них SIL, это такой маленький город они все белые, потому что им очень опасно быть там, где Papua New Guineans, so они сделали себе свой маленький город. И да, это где она живет. Alright. Alright, we can play. Or actually, You want to? go forward a little bit. Oh, alright, yeah, that picture was him after he first got attacked. Вот это мужчина, которого атаковали, да. Well, we're building a basketball court because I love basketball.
Ага, строит баскетбольное это самое Да. кольцо такое. So what? My leg just went like 3 feet deep into this quicksand. Нам надо было рыбы купить, и надо like через такие нехорошие conditions идти, чтобы рыбу купить. Вот это мы Bible study каждый Saturday делали со всех. Pause it and go back to the picture. Вот эти все Женины дети. Усыновленные, да? Да, они все живут с ним upstairs, это где я тоже оставался. Они все очень разные, все такие like классные gifts. Это like pretty much они братья мои. They like turned into my brothers by the end of it. И да, like, просто Bible study каждый Saturday делали. Каждый субботу, да, разбор Библии, и они как стали мои братья, да. Да. И каждый дары есть. Вот так. You always talk with, you always talk with. I never went in an actual log canoe. I thought that was pretty cool. You never actually sit in a log canoe. Your boat's too big, so you just sit on the edges. Первый раз на таком каное прокатился. This is when we first walked to Atuka, and it's a church that they have. That's like a 2-hour hike. It's like a 20-minute drive, then a 2-hour hike. Because there's literally nowhere else to get here. This is church, by the way. They don't have no building. It's just a tarp with some trees for shade. На улице у них все время проходит. But they're happy. Здания у них нет, это просто несколько деревьев. This is nice, what you guys have here, by the way. То, что у нас очень классно, очень, очень красиво. What, pause it right now, pause it right now. Alright, you see underneath the big black bag, there's like black and blue stripes? Ага. That's actually a little tiny kid, like crammed underneath everything. Малюсенький ребенок вот под черным мешком. Yeah, so when we drive around, we cram in the truck. Запихает просто всех. Nobody wants to walk 2 hours or 3 hours. Не хочет идти пешком, да. Alright. Well, alright, so then we had a youth camp, and Daniel was gone at this point, so they made me the sports guy. Молодежный лагерь. Данила уже нету. I didn't know what I was doing. I was like, alright, you guys are just gonna build bridges and do a race out of it. I was making stuff up like on the spot, so Я просто пришлось мне придумывать все подряд. it was really fun. Everyone, quickly. Fix it. Go. We're just showing them Christian movies. This is super weird because usually nobody's allowed in the house. This is where we showered and where we washed our clothes every day. Моемся каждый день и стираем идем. Вот это наше место. This is where, where I lived. I lived upstairs with all the boys. Сверху About с ребятами жил. eight guys up there. С 8 ребят здесь. Yeah. They have mosquito nets because I guess malaria is a big thing over there, but I didn't know. Oh yeah, the same place where we shower, we did baptism. Там, где мы купались, здесь у нас и крещение. We had 22 people who were wanting to get baptized, but 38 people actually got baptized. 22 человека подали на крещение, но 38 приняли. Вот это последний день. Вот это называется муму. They cook the meat underground with like super hot stones. Они под землей приготавливают мясо. It's actually expensive because a pig actually costs a lot. Это дорого. Вот дырки, где они делали муму. Вкусно. This is actually a delicacy. Это деликатес свинина, получается. Okay, this was prison. We went to do prison ministry. Это значит, это на это самое, тюрьму. Да. Вот это было так странно, like, просто входить в тюрьму. Oh my gosh.
But it's not as bad once you actually get in there. Rapists, murderers. Убийцы, насильники. No, в церковь, yeah. Нормально. There's firehouse. Просто like a youth night, pretty much. Для молодых. This is a couple days later, baptism for the prisoners. And they're actually going to let prisoners out of the prison with us to get baptized. Для заключенных крещение. Они разрешают заключенным выходить вместе с нами, чтобы... That guy got a huge shotgun, by the way, next to him. У него большое там ружье есть. Just throwing flowers. I thought it was pretty cute. This is where I'm building a bridge for Mama Lancy, who had to walk through this dirt like almost every other day. I got pissed off that she was doing that because she's like 58. Для бабушки как бы решил построить такой мост, и постоянно было проходить это место, и я очень расстроился, что она должна была это, и я решил построить ей мост. Ей 58. Ей 58 лет. А вот это мама Sharon, ей 76, и она пришла like, с нами один раз. Вот это Апура, надо было ехать 2 часа, и потом like, 30 минут на ноги ходить, like, but it's uphill and stuff. So мы принесли a chair, чтобы ее like around the hard parts. Переносить по сложным местам, чтобы ее... Я помогал, просто здесь надо было видео сделать, как мы ее передвигали. Она очень тяжелая была. Очень было больно для рука. But like next time we'll leave you home, bro. В следующий раз домой тебя ставим. Это куда-то идете, просто с одного места на другое, да? В церковь. Вот это еще одна Женина церковь называется в Абура. Проповедуем. Каждый раз он куда идет, всегда есть call to repentance. Вот это bridge. Нормальный bridge. Который ты построил, нет? No. This is actually a huge mountain. It doesn't look like it, but this is like one of the biggest things I've ever seen. Alright. Да, ну все, благодарим. Стас, мы Слава за тебя Богу. молились, да, молились и за такую презентацию. Хорошо, да, спасибо, да, присаживайтесь. Несколько объявлений. Юрий, вы тоже скажете или уже продолжите? Уже подождите, хорошо. Значит, объявлений особо больших нету. Вечерний